Вы наверняка слышали имя Сунь Цзы или название его книги «Искусство войны». Часто его представляют как какого-то древнего китайского полководца, чьи советы годятся только для военных, но это огромное заблуждение. На самом деле, искусство войны — это не про то, как лучше рубить мечами. Это глубокая философская система о том, как побеждать, не вступая в ненужные конфликты, как достигать целей с минимальными затратами и как понимать суть любых противостояний, будь то спор с коллегой, конкуренция в бизнесе или даже внутренняя борьба с ленью. Давайте разберем суть учения Сунь Цзы простыми словами. Одна из его философских цитат звучит следующим образом: «Война — это путь обмана поэтому, если ты можешь, покажи, что не можешь. Если близко, покажи, что далеко». Эта цитата не про ложь, а про стратегию. В жизни и бизнесе важно не быть предсказуемым. Если ты всегда действуешь прямолинейно, тебя легко обойти. Сунь Цзы учит гибкости, наблюдательности и умению влиять на ситуацию, не вступая в прямой конфликт. Главная идея его философии — это победа без боя. Представьте себе двух соседей, которые спорят из-за забора. Один может начать кричать, угрожать судебными разбирательствами, портить отношения на десятилетия, а может поступить иначе — пригласить второго на чай, спокойно обсудить проблему, найти компромисс или даже предложить совместно построить новый забор, разделив расходы. Какой подход выиграл? Тот, где не было ссоры. Тот, где цель — решить проблему с забором — была достигнута без лишних затрат нервов, времени и денег. Вот ключевая цитата Сунь Цзы, которая отражает всю суть. Высшая цель войны — покорить врага без сражения. Это не значит быть трусом или избегать проблем. Это значит быть настолько умным и сильным, что твой противник сам понимает бессмысленность борьбы с тобой и сдается. Или ты создаешь ситуацию, где борьба просто не начинается. Рассмотрим пример из бизнеса. Вместо того, чтобы ввязываться в ценовую войну с конкурентом, которая истощит обоих, компания может провести ребрендинг, выйти на новую аудиторию или создать уникальный продукт, которого нет у других. Конкурент просто останется неудел, потому что битва будет идти на другом поле, где у вас уже есть преимущество. Важно осознать 5 ключевых столпов. Прежде чем что-либо делать, разберись и пойми это. Сунь Цзы говорил, что победа определяется до начала любого противостояния. Как? За счет глубокого анализа. Он выделил 5 фундаментальных факторов. Первый фактор — это путь, дао. Твоя правда, твоя большая цель, которая объединяет тебя и твою команду или семью. Люди должны верить в то, что они делают. Суть: делаешь ли ты что-то важное? Есть ли у тебя и твоих людей общая цель и мотивация? Например, стартап, где все горят идеей изменить мир, будет сильнее крупной корпорации, где сотрудники работают только ради зарплаты. Путь дает невероятную силу духа. Второй фактор — это небо, время, внешние обстоятельства, которые ты не контролируешь, но можешь использовать. Тренды, сезонность, настроение в обществе. Суть заключается в правильности выбранного момента. Например, открывать летнее кафе зимой — плохая идея. Запускать проект, связанный с удаленной работой, до пандемии сложно. Запускать его во время пандемии — попасть в струю. Это и есть небо. Третий фактор — это земля, место, поле битвы, которое ты выбираешь или на котором находишься. В бизнесе это рынок, локация, ниша. В жизни — конкретная ситуация. Суть в том, на своей ли ты территории, создал ли ты себе удобные условия. Например, маленький, но проворный интернет-магазин не должен бороться с гигантом вроде Amazon на его поле. Низкие цены, огромный ассортимент. Его поле — это персональный подход, уникальный товар, работа с локальной аудиторией. Он должен заманить врага на свою землю. Четвертым фактором является полководец, лидер. Это ты сам или лидер твоей команды. Его качества — мудрость, смелость, строгость, милосердие. Суть его — достоин ли ты вести за собой? Способен ли ты принимать взвешенные решения, не поддаваясь гневу или страху?
Руководитель, который паникует при первой же проблеме, губит всю команду. Руководитель, который хладнокровно анализирует провал и извлекает из него урок, ведет команду к будущим победам. Пятый фактор — это закон, дисциплина и организация, структура, процессы, логистика, правила. Как все устроено внутри твоей системы. Суть заключается в том, насколько хорошо отлажены твои внутренние механизмы. Есть ли дисциплина? Даже самая гениальная идея провалится, если в команде хаос, нет четких сроков и распределения обязанностей. А хорошо организованная команда со средними идеями может добиться большего. Спроси себя об этих 5 вещах перед любым серьезным начинанием, и ты уже на 80% определишь его результат. Эти ключевые стратегии работают всегда и везде. Познай себя и познай противника. Самая известная цитата Сунь-Дзы «Познай себя, познай своего врага, и в 100 сражениях ты не будешь знать поражения. Познай себя, но не познаешь врага. За одну победу расплатишься поражением. Не познаешь ни себя, ни врага, будешь побежден в любом сражении». Познать себя — это честно оценить свои сильные и слабые стороны. Ты организован, у тебя есть ресурсы, ты эмоционально устойчив. Познать противника — это понять мотивы, цели и слабости оппонента. Чего он на самом деле хочет, на что он готов пойти, где его слабое место. Выигрывай там, где проигрывает противник. Атакуй слабость. Не бей в лоб в самую сильную крепость. Ищи, где стены пониже, а защитники спят. Типичный пример из жизни. Если все конкуренты делают упор на низкую цену, не ввязывайтесь в эту гонку. Ваша атака должна быть там, где они слабы, например, в качестве сервиса, экологичности или уникальном дизайне. Вы выигрываете битву за лояльность клиента, а не за его кошелек. Используй обман и непредсказуемость. Звучит коварно, но на деле это означает: не играй по правилам, которые навязал тебе противник. Будь гибким. Война — это путь обмана. Поэтому, если можешь, показывай противнику, что не можешь. Если ты действуешь, притворись бездеятельным. Суть здесь заключается в том, чтобы не показывать своих настоящих планов. Создавай иллюзии. К примеру, когда вы ведете переговоры о зарплате, вы же не приходите и не говорите: «Я хочу 100 тысяч, иначе уйду». Вы тихо и спокойно ходите на собеседование и получаете предложение с зарплатой в 120 тысяч. Приходя на переговоры с текущим руководителем, вы уже не просите, а имеете сильную позицию для диалога. Вы создали иллюзию, а может и реальность, своей востребованности на рынке. Используй скорость и не пренебрегай подготовкой. Победа должна быть быстрой. Затяжные конфликты истощают всех. Война любит победу и не любит продолжительности. Готовься долго и тщательно, но наноси удар быстро и решительно. Например, вы готовились к важным переговорам неделю, изучили всю информацию. Сами переговоры вы проводите четко, быстро и по делу, не давая оппоненту опомниться и придумать контраргументы, вы выигрываете за счет темпа. Помните о философии в повседневной жизни. Учение Сунь-Дзы — это в конечном счете философия эффективности и мудрости. В спорах не кричи сначала «пойми позицию другого человека», «познай врага», «пойми свои истинные цели», «познай себя». Затем найди такой аргумент, который бьет в его слабое место. Например, в желании быть справедливым. И выиграй спор даже без повышенных голосов. В саморазвитии твой главный враг — твоя лень и плохие привычки. Познай врага. Пойми, в какое время дня ты наиболее уязвим для прокрастинации, создай себе выгодную позицию. Убери телефон подальше, когда работаешь. Победа без боя — это когда ты так организовал свой день, что у лени просто не остается шансов. В планировании, прежде чем начать любой проект, от ремонта до создания бизнеса, проанализируй его по 5 столпам. Есть ли у тебя путь, мотивация? Правильное ли небо, время? Подходящая ли земля, рынок? Достаточно ли ты хорош как полководец? И есть ли у тебя закон, план, ресурсы, дисциплина?
Философия Сунь-цзы — это не просто древнее военное учение, а живая система мышления, применимая сегодня в жизни, в карьере, в бизнесе. То, что он говорил о самопознании, стратегии, гибкости, лидерстве и минимизации лишних конфликтов, может помочь каждому из нас. Познай себя и окружение. Действуй не слепо, а обдуманно. Выбирай правильные моменты. Будь готов менять форму. Веди людей с уважением и доверием. И старайся достигать цели с минимумом разрушений. Если рассматривать его слова в жизни, они звучат так. Как ты планируешь, так и живешь. Как ты ведешь, так и управляешь. Как ты думаешь, так и побеждаешь. Сунь-цзы учит нас не драться, а думать. Он предлагает сменить метафору. Жизнь — это не поле брани, где нужно всех победить, а сложная стратегическая игра, где главный приз — достижение своих целей с минимальными потерями. Это искусство стратегии, понимания и, в конечном счете, искусство жить мудро. Побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто умнее. И самая великая победа — это победа, в которой все стороны чувствуют себя выигравшими, потому что ненужная битва так и не началась.